Эта история началась с глубоко беременной кошки, которую бывшие хозяева принесли в клинику с просьбой усыпить ее. Однако, они оставили ее и ушли. Вскоре после этого родились 3 котенка, 2 девочки и мальчик. Волонтерам сообщили об этом случае и дали срок, всего сутки, чтобы забрать питомцев, иначе их жизнь была бы прервана еще до того, как они начали жить. В то же время решили сохранить жизнь кошки-матери, которая получила имя Кассандра. Начались настоящие поиски временного приюта. Главное было найти место как можно скорее, а не где именно. Вскоре был найден подходящий временный приют, и питомцы были перевезены туда. Кассандра, мама-кошка, оказалась очень умной. Она понимала, что они живут в доме на птичьих правах и старалась не доставлять временным хозяевам лишних хлопот. Вскоре временные хозяева попросили забрать всю семью, так как они уезжали в командировку в другой город. Тогда пришлось взять на себя ответственность одной из волонтеров, хотя у нее дома был недавно карантин по поводу лишая. Малышей разместили в отдельной комнате. Постепенно, когда котята подросли и научились самостоятельно есть и ходить в лоток, котятам стали подыскивать новые дома. Первой нашла себе новую семью девочка с недовольной мордочкой. Немного позже мальчик тоже нашел свой новый дом. Остались только Кнопочка и мама-кошка. Кошечку Кассандру стерилизовали и начали искать для нее новую семью. Но прошло довольно много времени, около 8 месяцев, и кандидатов было не так много. Более того, те, кто проявлял интерес, не устраивали куратора, то недостаток выгула, то проблемы с ребенком, то еще что-то. Однако, в один прекрасный день на улице Кассандры случился настоящий праздник. Ей удалось найти новую семью, готовую принять ее в свой дом. Она переехала туда и стала частью этой замечательной семьи. Осталась только одна кошечка по имени Кнопочка, и за этот период семья волонтера сильно привязалась к ней. Они приняли решение оставить ее у себя, чтобы она стала пятой хвостатой членом семьи. Таким образом, вся семья питомцев, включая маму-кошку, обрели свои новые любящие дома. Их история стала примером того, как люди смогли спасти этих беззащитных созданий и дать им шанс на новую жизнь. Благодаря волонтерам и заботливым людям, эти котята получили возможность расти и радовать своих новых владельцев своими игривыми прыжками и мурлыканьем. Дорогие зрители, если вам понравилась история, пожалуйста, поделитесь ей. А также не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.